Доброй ночи, Вьетнам. Доброй ночи, Вьетнам. Ты знаешь, я посмотрел, сколько времени прошло со времени нашей последней записи. Сколько времени прошло со времени нашей последней записи? Это больше 2 лет. Были заняты. Ну, заняты тоже как бы Учились. не та отмазка, не та, которой нужно пользоваться. Ну, чем мы занимались, я думаю, вряд ли предоставит интерес для наших слушателей. Представляет интерес для наших слушателей. Видишь, какой я менторским тоном противным стал говорить. Вот, поэтому сегодня мы с тобой хотели поговорить о том, а почему люди такие Разные. разные, а я думал злые. То Нет, есть, понимаешь, они не злые. Я думаю, что нельзя зло долго терпеть. терпеть или транслировать. Тут две разные как бы вещи есть. Это одно и то же. В Это одно и то же, еще раз. принципе, могу с тобой согласиться, потому что зло, которое ты транслируешь, оно все равно как бы Ты его транслируется терпишь сам. и внутрь тебя. То есть ты О как бы чем и сам речь? его воспринимаешь, сам как бы с ним работаешь и сам по нему как бы пробегаешься. Поэтому в любом случае, если говорить о том, почему люди такие злые, или почему люди, как ты еще сказала, такие общительные, или какие, Я не знаю. не знаешь? То есть начала забывать уже, то есть. Нет, я вообще хотела о другом поговорить. Давай. Я хотела поговорить, почему одни люди умудряются, когда они появляются в каком-то месте, да, они начинают, скажем так, производить жизнь, генерировать жизнь, а другие только пользоваться ей и гадить. Марин, ну, производить и гадить это, в принципе, два конца одной палки, потому что производит. Вот ты знаешь, вот тут напрашивается как бы вот это самое библейское. Вначале было слово. То есть человек производит жизнь словами. Ну, а гадит, соответственно, он беззвучно. То есть тут вот Проще, да? Никаких hard skill не требуется, ни soft, ни hard skill не требуется. Да, это зло, это продукт переработки, продукт О усвоения. То чем и есть то, речь? что ты усвоил, и это ты обращаешь во зло, которое из тебя, собственно говоря, выходит для того, чтобы, ну, будем так, очистить твой организм. То есть вот тут есть опять вот много странностей, о которых, в принципе, тоже можно размышлять и говорить. Ты знаешь, нет, я с тобой не согласна. Очистить свой организм не получается, они только становятся злее. Злом? Это, да, то есть это просто можно даже, это очень хорошо транслируется в общественном транспорте. Ну, это такое. Один человек, когда ты перед тем, как ты стоишь за пару-тройку человек, да, которые не уходят перед тобой. И когда ты спрашиваешь, вы уходите, умный человек что делает? Он Говорит, отвечает нет и отходит. Пытается очистить тебе дорогу, да, уступить тебе, предоставить. предоставить эту дорогу, да. А злой человек, он хочет еще наступить на тебя и наорать на тебя. Нет, Чего ты ну, тут ходишь вообще? ну это как бы такой Но тоже, это так вот себе. это показательно. Ну, я не знаю, показательно или нет. Я еще раз говорю, ну ты прекрасно понимаешь, что люди бывают абсолютно разные. Мы сейчас показали самую низшую, те, кто пользуется общественным транспортом. У нас очень Ну, что, много по-твоему, людей, это низшая какая-то каста, которая пользуется общественным транспортом? ну или умные, или низшая каста, да. Не Умные это знаю. те, которые понимают, что смысл вкладывать в машину, прежде всего, которую надо переработать, сначала создать. Ну, ты тут скорее... Нет, понимаешь, дело в том, что когда я говорю, у меня нет машины не потому, что у меня нет денег, а потому что я зеленая, на меня смотрят как на дуру. Да? Ну, странные тебе А вопросы другая задают. девушка вообще сказала, говорит, «Ну, машину иметь это престижно. Я говорю, Это уже говорили что? не раз. Мы здесь Да? говорили эту фразу не раз Ну, уже. И вот про хорошо. эту девушку, которую ты, собственно говоря, каждый раз упоминаешь как пример Ну, я не понимаю, того, что почему человек, создавая себе удобство, должен напакостить другим. прежде Ну, всего самому себе, и он этого не я осознает. тебе еще раз говорю. Вот опять же мы возвращаемся к той концепции, о которых я тебе сказал. Добро делается словами. Зло молчит. Знаешь, есть очень хорошая поговорка в русском языке. Какая? Я чем дальше, тем больше и больше ей, русскому языку верю. Добро наказуемо.
Ну, еще есть добро бывает с кулаками там и так Да далее. нет, Должно быть с фигня. кулаками и прочее там ерунда. Ну, в любом Добро наказуемо. Нельзя никому делать добро, а если тебя об этом не попросят. И даже если попросят, надо 1000 раз подумать. Марин, ну, Вот когда это... котенок бежит за тобой и он орет, он тебя просит. А так он не просит А тебя. так нет. И не лезь к нему. Не лезь к нему. Тоже верно. Помнишь Вырастет кот. скоростель, которого мы, это самое, которую притащил нам Пашка? Котик Пашка. Да, помню, притащил на этого карастеля, положил его на крыльцо и сказал, что-то скучно в вашем доме. И мы Пользуйтесь. 3 дня узнавали, кто это. Пытаясь его накормить, и когда мы поняли, что мы ничем не можем этому ребенку помочь, Мы его просто выпустили. мы его просто выпустили, и он был счастлив, потому что он 2 дня бегал к окну и смаказывал, ну отпустите меня, ну я пришел в себя. Да, пришел в себя после котика. И мы потом еще года 2 или 3 слышали его это самое. Как он, Марин, это опять же преувеличение того, что он прям приходил к тебе к дому и Да насвистывал нет, тебе то, веселую что песню. подтверждение того, что действительно у нас такие есть. Карастели. Да. Не потому, что это тут Ну приходил. да, кстати, это не тот, Артист наверное, без карастель. фла. Ты правда думаешь, что я... это Я ерунда, не знаю, но это на придуманная уровне, людьми? это на уровне детских мультиков. Это очень приятно, это очень мило, Нет, умилительно. я точно Это- знаю, что это- он не ко мне. Я просто знаю, что они здесь живут. Так же, как и живут куницы, которые, простите, нашему соседу передавили целый этот, как его, сарай Курей. курей. Да, ты их видишь? Нет, А они Они есть. Это как в том мультике. не в мультике, а в кино. Да неважно. Про в чём. суслика Просто это так замечательно, что они есть, и и что мы... коптера. А? Да, давай. И что мы не можем им навредить. И не хотим. Навредить мы им можем всегда. Ну, стараемся этого не Навредить мы делать. можем им косвенно, то есть уничтожая их естественную среду обитания. Опять же. Опять же. Ну и Ну, давай. судя по нашим соседским грядкам, когда земля начинает уже цвести, действительно, мы... Ну, цвести, ты имеешь в виду цвести плесенью поверх земли? Да. Ну да. Люди стараются, люди выбирают корешки, люди уничтожают, кстати, червячков, которые там живут. Они Потому что все уничтожают. Они все уничтожают. Ну, это... Ну, это- а чем этот процесс Я тебе... отличается от создания любого, скажем так, любого механизма, который люди используют для перевозки? Ну, давай вот как, понимаешь? Вот тут... Хотя я очень люблю самолет. Подожди минутку, подожди минутку. Вот ты знаешь, опять же, напросилась аналогия со словами. У тех же соседей у них есть определенная галлюцинация, которая работает примерно так же, как ненавидимый всеми искусственный интеллект. То есть, знаешь, говорят, Я с искусственный тобой интеллект абсолютно согласна. галлюцинирует. Да ничего не Подожди минутку. Ну, не перебивай ты меня. Соседи тоже галлюцинируют, когда они думают, что они знают, как обрабатывать почву. Мгм. Они видели... Причем они рассказывают нам, что одуванчики, которые всеми ими ненавидят, Господи. являются именно тем растением, которые помогают их культурным растениям сохранять воду. То есть у них настолько глубокие корни, и они задерживают воду в почве. Но тем не менее, она что с ними делает? И вот видишь, какой ты азартный человек. В самом Абсолютно. начале ты сказала, что Что я я буду буду молчать, молчать. а я буду говорить. Я скучала. Да я знаю, что ты скучала. Нет, я тебе на самом деле начал опять возвращаться к той вот своему тезису, что добро это слово. Понимаешь? И вот их все земледелие, которое как бы происходит на их как бы участке, это галлюцинация одна сплошная, потому что они видели по телевизору, каким образом выращивают растения в поле. Но выращивание промышленное выращивание – это выращивание, подверженное определенному, во-первых, графику, во-вторых, искусственным каким-то вещам, которые связаны с тем, что им нужно вырастить как можно больше. Они не могут придерживаться этого графика. Они выцепили какую-то одну вещь, что нужно глубоко вскопать, и вокруг этой вещи начинают галлюцинировать. Тебя не пугает, что промышленное проращивание всяких культур требует кучу химических удобрений Ну вот и опять всего начинается. остального? Я прочитал просто странную цифру, которая говорит о том, что человечеству, ну или Земле, планете, необходимо, чтобы было не больше там 2,5 миллиардов особей рода Homo sapiens. Сколько? 2,5 миллиарда.
Нас Кто из сейчас остальных? 8. Да при чем здесь остальных? Я тебе про то говорю, что как бы Хорошо питаемся. теоретически мы в принципе не должны выжить на этой планете. Понимаешь, исходя вот из чьей-то теории, который как бы, ну, я подозреваю, что он все это посчитал, все это как бы он взвесил, Да, все это я знаю каким-то таких образом, счетоводов. да, аргументировал. Вот это потолок, вот эта планка, выше которой мы не должны И он размножаться и бредит, прыгать. да? Да при чем здесь это? Вот промышленное производство пищевой продукции, оно нацелено именно на это. На Что, уничтожение ребята, всего живого. извините, но мы уничтожаем землю ради того, чтобы прокормить вот эти самые То есть 8 миллиардов все голодных понятно. ртов. Неважно, Ты- как мы будем это делать, неважно, что они будут болеть, важно, что они остаются живыми. Поэтому любое промышленное земледелие – это вот слова о гуманизме, о гуманном Да подходе к ладно. населению. Не может город, который, извините меня, там, ну, я не знаю, у нас город, предположим, небольшой. Есть города, в которых там 12, 18, 30 миллиардов населения. Их Миллионов. миллиардов. Ой, миллиардов, говорю, миллионов населения. Извини, меня уже там цифры в голове запрыгали. Невозможно его, А ты азартен. да, невозможно его прокормить, исходя из того, что вот какая есть вокруг него инфраструктура. Да, согласна. Это мне калмар пытался укусить. Да, это ее там И я пытался его не вгрызть убила, он полетел дальше. Да, потому что промахнулась. Не потому что она такая добрая, она просто бока замахивалась, он собрался и улетел. Вот, поэтому, ты знаешь, это гуманизм. Зачем она пытается вот этот гуманизм подложить под свою личную землю, я не знаю. Это вот ты про соседку? Согласись, ну ты понимаешь, у нас и без этого как бы хватает возможности для того, чтобы Нет, ну, накормить себя. естественно. Она вот убивает сначала землю, потом сокрушается тому, что урожай низкий, потому что она не умеет этого делать. Все ее сельское Обрабатывать. хозяйство это, Она не умеет обрабатывать да, это землю. вот та самая галлюцинация, на которую, Почему? Она сейчас нам еще бочку с травой гниющей это поставит. Мы ну, еще будем это наблюдать. традиция. То есть и вот о традициях, которые нам передаются в качестве кармы, я тоже как бы хотел бы поговорить. Но это будет в следующей серии, если мы до нее доберемся с таким подходом. Поэтому Хотя мы сегодня хотели поговорить совершенно о ну, другом. правильно, молодец. То Ну есть что, о чем болит, то да, и о том и да говорим. нет, не болит, не болит, не Болит. болит, не Но болит. если ты смотришь на соседку, которая уничтожает все живое вокруг ради, Мне больно. ради непонятно какого Мне реально больно на это смотреть. урожая. Непонятно, какой урожай там. Да и какой урожай? Никакого у них урожая нет. Чего они, ты думаешь, кормятся с этого огорода? Может, она Вот. продает. Да вряд ли. И там продавать нечего, поверь мне. То есть то, что как бы производится, это все такая херня, которая вообще никаким образом не влияет на любой там урожай и на прочее. Поэтому, знаешь, вот добро ведется словом, зло молчит. Молчит, и вот зло это продукт переработки вот этого самого добра, которое потребляется от других людей. Угу. Допускаем, предположим, какие-то маленькие уступки человеку, человек начинает молча превращать вот это самое добро, которое ему передали, во зло. В любом случае это так. Я просто это вижу, я это понимаю, даже если ты, предположим, Расшифруй. ну как расшифровать? Давай, это как бы отдельная история, и ее нужно разбирать ты и разбирать и опять. разбирать и разбирать. Поэтому приходите как бы с добром, но помните о том, что когда ваше добро не откликнулось, оно, скорее всего, превратилось в вот это самое зло. Зло, которое будет вас окружать, будет вас догонять. Чем больше вы производите добра, тем, вероятнее всего, больше вокруг вас будет зла. Зла, которое будет в том числе возвращаться и к вам обратно. Вот так мы сегодня как бы поговорили о добре и зле, поэтому давай как бы потихонечку сворачиваться. Надеюсь, это не будет как бы нашим последним. О, Вот такие вещи нельзя говорить. нельзя говорить. Ладно, доброй ночи, Вьетнам. Доброй ночи, Вьетнам. Мы вас любим. Мы вас очень любим и скучаем по вас. Не скучайте без нас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Доброй ночи, Вьетнам.
Доброй ночи, Вьетнам. Ты знаешь, я посмотрел, сколько времени прошло со времени нашей последней записи. Сколько времени прошло со времени нашей последней записи. Это больше